Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И пока я не забыла, я все время это забываю. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Это очень важно для меня и, конечно, для продвижения канала. Я не знаю, слышите ли вы, но опять там у меня коты бегают. Просто всегда, когда я сажусь снимать или с кем-то разговаривать, начинается. Разговаривать я имею в виду по видеосвязи. Ладно, надеюсь, они успокоятся. Нет, сейчас я вам их покажу. Ну что случилось? Ну что ты такой? Что ты там так переживаешь? Ой, тигр мой, тигрище мой, друзья мои. И сегодня мы с вами поговорим про бренд, который обожает расцветку вот такую вот тигровую, леопардовую, хищную, в общем-то. Я думаю, вы догадались, что это за бренд и что это за аромат. Я надеюсь, все, иди, господи, иди, бегай. Вот, я надеюсь, что вы догадались. Конечно же, это Dolce Gabbana. И это аромат Императрица Limited Edition. Когда искала флагманскую версию, я очень часто натыкалась, конечно же, на обзоры и вот этого аромата, и на их сравнение. И я очень его захотела, потому что это как будто бы то же самое, но чуть-чуть другое. Сразу скажу, пока опять же не забыла, этот аромат с Рандеву. У нас его здесь нет. Я тут и Императрицу с трудом нашла. Она тут вообще редкость, она не популярна здесь. Вот, поэтому, этого тем более уже днем с огнем не найти. Не забывайте также, если будете что-то заказывать на Рандеву, про мой промокод. На Рандеву все время проходят акции, скидки, сейчас летняя распродажа идет. Точно так же, опять же, напоминаю, там очень классные отливанты на все ароматы практически, как маленькие по 1,5 мл, так и по 8 мл в очень хороших маленьких флакончиках, практически как фирменные тревелы обычно. Так, ну что ж, давайте распакуем этот аромат. Я еще опять, когда смотрела вот эти вот обзоры, я думала на самом деле, какой мне взять. Вот этот вариант, либо сразу брать Limited Edition. Но я решила, что надо все-таки начать с классики. И даже думала, что я на ней остановлюсь. Но потом я много раз, опять же, натыкалась в обзорах девочек-блогеров, которых я смотрю. И я решила, что все-таки он мне нужен. Я заказала его, понятное дело, вслепую, но я вот не думаю, что он чем-то может меня разочаровать. По описаниям это что-то очень похожее, но немножечко более насыщенное. Здесь меньше свежести, потому что даже вот по пирамиде, да, тут нет ревеня в начальных нотах, тут больше цветочной базы, и тут добавлена клубника в Limited Edition. Ну все, друзья, давайте. Наношу сразу же на себя. Кстати, по цвету. Ну да, вот это более такая персиковая водичка, а это более розовая. Тут, кстати, роза есть. Ой, ну сразу узнается. Да, вот прям с первого пшика сразу узнается, что это Императрица. Но сейчас ощущение, что она как будто бы звучит более косметически, что ли, сразу же. Угу. Да, есть ощущение, что этот аромат, он как будто бы более косметический. Я не знаю, как по-другому сказать. Так, куда бы его еще нанести? Нанесу, у меня тут вот салфетка есть, нанесу на салфетку. На коже все-таки
Фу, на салфетке салфетка звучит. Да, есть отличие. Как будто бы этот аромат более насыщенный Limited Edition, и как будто бы я здесь ярче слышу цветочную базу, цветочные, точнее, средние ноты, пион, розу, но это все не яркое, то есть это не какая-то вот однозначная роза, это, скорее всего, вот взят ее аспект, который придает аромату косметичность. Да, да, как будто бы это такая пионистая роза или розовый пион с аспектами белых цветов, с зеленью, с этими стебельками и с фруктовым началом. И к базе, я так понимаю, аромат должен стать сандалово, даже дым там есть, дерево, мускус, в отличие от классики. Тут лимонное дерево, мускус и сандал. Но немного отличается. Вот он все равно узнаваемый, то есть с первого же пшика я поняла, что да, это она, моя императрица. Так, друзья, смотрите, смотрите, я научилась это делать. Так, нет, сейчас я куда-то не туда. Ну на волосы, ладно. Хотя так много на волосы вредно, конечно. Так, еще я недавно на плечи стала пшикать. Ну, что я хочу сказать. Да, аромат немного отличается. Сразу узнается, что это Дольче Габбана, что это императрица, но чуть-чуть более насыщенные, менее фруктовые, более цветочные, скорее такая пионисто-розная. Но я думаю, что если вы бы делали, точнее нет, если бы не в параллельном затесте, да, а если бы вот так вот просто в шлейфе, то можно даже не понять, что это конкретно сейчас. Вообще, я, конечно, думаю, что этот аромат будет намного лучше звучать в прохладную погоду. Он держится, я его ношу даже в жару, он, конечно, освежающий, но он быстро слетает. И не слышно вот этой звонкости аромата, этой его такой фруктовости, очень сочной, очень яркой. Ой, ну мне нравится, да. Мне нравится эта версия, вот эта Limited Edition. Я даже сейчас поставила себя перед сложным выбором. Если раньше для меня вот императрица — это такой универсальный аромат, который я могла нанести утром на себя, вообще не задумываясь, просто подойти к полке, взять, нанести и знать, что во второй половине дня я могу надеть что-то другое, что-то уже более тяжелое, вечернее. То сейчас я буду подходить, и я буду очень-очень думать, какой из этих двух вариантов выбрать. Потому что мне, правда, нравятся оба. И поклонникам императрицы я рекомендую этот аромат. Если вы императрицу не любите и думаете, ну, может быть, Limited Edition, он окажется какой-то там другой, и мне зайдет. Я думаю, что нет, что тут однозначно читается императрица, но такая более взрослая императрица. Этой императрице я бы сказала, что ей лет, не знаю, до 18, а этой после. Вот я вот так их определила. Это, конечно, очень условно, но вот это вот, ну, получается, она такая более фруктовая, более какая-то девочковая. Клубники, кстати, как таковой, я не слышу. Никак не слышу. Не слышу никакой клубники. Куда дели клубнику? Ну, может быть, и хорошо. Клубнику в люксе мне не очень нравится, как делают. Мне вообще мало где нравится клубника.
И то, знаете, где она мне нравится, очень часто она там не заявлена. Например, в L'Interdit от Givenchy не заявлена клубника, но я чувствую там какой-то земляничный аспект туберозы. Вот это мне нравится. Потом мне нравится клубника в Rose Fire. Сейчас я вам принесу все эти ароматы, если уже об этом речь зашла. Rose Fire. Здесь мне нравится клубника, но здесь давана, роза и, по-моему, древесные ноты. То есть здесь клубника как таковая не заявлена. Это, я думаю, такой аспект даваны. Иногда она выдает такие ноты. Потом мне нравится клубника вот в этом аромате от Burberry Intense. Совершенно, кстати, не летний вариант, скорее осенне-зимний, но уже скоро осень. Тут как будто бы клубничная пенка, которая пропущена через вот... Мне кажется, у меня так делала бабушка. Сколько-то мне эти воспоминания через такую марлю пропускают пенку вот эту вот. Зачем? Не помню. Ну, неважно. Мне кажется, так делают. Короче, вот сочетание вот этих ароматов очень уютно, тепло. Да, это не натуральная свежая клубника, но это такое, да, пенка клубничного варенья. Все равно уже более натуралистично звучит. Так, и Chantilly. Это аромат от Gritty. Здесь есть клубника, она заявлена. И я ее стала чувствовать только после того, как посмотрела в пирамиду, причем несколько раз. То есть вслепую я не уверена, что я бы сразу ее тут назвала. Но опять же, она тут аспектом, она тут как будто бы вообще в десерте находится, и она скорее какая-то такая немного подсушенная, завяленная. Опять же, клубника из варенья, то есть это не прям такой вот свежая клубника с куста. Мне вообще кажется, что с куста она вот обычно и химозит. Ее очень сложно, видимо, сделать. И последняя клубника, очень странная. Здесь клубника с малином. Это Perfume Sax в коллаборации с Сашей Фроловой. Все время хочу ее назвать. Фроловой. Это дизайнер, она создает фигуры из латекса. И здесь как будто бы должен быть латекс в сочетании с этими начальными нотами клубники и малины. Но для меня странненько. Здесь я не слышу химозной клубники, хотя многие так говорят. Я не слышу это как отдушка. Для меня это скорее какой-то клубничный сироп, который вы добавляете в чай, такой горький, очень насыщенный черный чай. При этом вы находитесь в предбаннике. Там баня с вениками, там где-то сено лежит, то есть вы находитесь на даче, в деревне, еще запах прелой земли. Вот для меня это об этом аромат. Никакого латекса я тут не слышу. Там люди такого на фрагрантике понаписали. Мне все-таки кажется, что это влияет пирамида, политика бренда, его вот эта вот вся история маркетинговая. Я, наоборот, куда-то в деревню с этим ароматом переношусь. Да, для меня скорее это что-то такое. Кожа, я по-другому кожу себе представляю. Она либо для меня специевая, либо дегтярная. Ну, может, это такая дегтярная. Ну, короче, это очень необычная клубника. И я никому не рекомендую этот аромат покупать вслепую, только если вы отчаянный парфманьяк и хотите каких-то острых, необычных ощущений. У меня вообще этот аромат стоит в уголке парфманьяка. То есть есть такие нормальные ароматы, носибельные. Когда я их покупала, я думала о том, как я их буду носить, как они будут там раскрываться и так далее. А есть ароматы, которые я изначально понимаю, что они очень рискованные, они могут очень тяжело открываться, не на всей коже, не при всех погодных условиях. Но я хочу, чтобы он у меня был. Вот этот аромат из этой серии. Еще там есть несколько. Я, кстати, когда-нибудь сниму видео, поднакоплю побольше этот уголочек парфманьяка и сниму видео вот про все такие ароматы, которые очень спорные с точки зрения того, чтобы их носить, даже не то, что каждый день, а вот в принципе, да, я, честно говоря, вот в этом аромате не пошла бы куда-то
навстречу. Ну, я не знаю, с кем бы я могла это надеть навстречу. Я не знаю, я честно не представляю. Ну, наверное, с кем-то очень хорошо знакомым мне. И, возможно, у которого немножко атрофированное обоняние. Ну, еще с каким-то своим коллегой-парфманиаком. Я думаю, что он бы оценил, он бы сразу понял, что от меня как-то странно пахнет, но понимая при моей коллекции, что это не потому, что у меня нечем больше, да, побрызгаться, а скорее всего в этом какая-то концепция. Ну, с мужем могу, со своим, ну, он уже привык, да, у меня тут что только он уже не обонял. Если что, он всегда думает, что я просто разнашиваю что-то новенькое. А так, правда, с трудом себе представляю это где-то в людном месте. Но, кстати, надо вот как-то уговорить мужа нанести его на себя, чтобы от него этот аромат оценить, как это вообще со стороны звучит. Сейчас мне кажется, что как-то, ну, сильно странно. Ну, прям может даже вызывать какие-то непарфюмерные ассоциации у людей, да. Почему от меня такой запах, да, я приехала из-за города и не переоделась, в чем дело, почему все эти ароматы от меня исходят, когда я нахожусь в каком-нибудь таком публичном месте, городском. Ну, короче, вы поняли, да? Уголок парфманьяка. Но клубника здесь интересная, но в сочетании с малиной. Так, друзья, заболтала вас? Ну, что я скажу? Плюс огромный Limited Edition, что это аромат более стойкий. Вот я его уже чувствую более ярко, чем вот этот аромат. Хотя нанесла, видели практически одновременно их. А он какой-то более, ну да, я говорю, как будто он постарше, как будто созрела вот эта вот императрица классическая и стала вот такой вот уже деловой побольше. Она как-то более собранная, более целеустремленная. Вот так бы, немножечко более строгая. Но все равно оба аромата, они, конечно, не про строгость. И можно каждый день носить куда угодно. Лично на мне никаких неприятных нот, там о чем пишут какие-то гнилые арбузы, на мне ничего такого нет, ни в жару не открывается, ни при каких условиях. На мне этот аромат все время звучит красиво. Поэтому такой вот этот вот аромат, мне кажется, еще более универсальный. Здесь вот даже те, кто какие-то эти арбузы, хотя нет, здесь тоже есть эта классная нота, я думаю, ее принимают за арбузы. Такая сочность фруктовая, она тут остается. Ну, никакого прям дыма, ничего такого. Я уж думала, что тут вдруг дым какой-то реально появится. Ничего такого не появилось. Друзья, аромат очень классный. Любителям императрицы, я не знаю, он еще остался, нет, это Limited Edition, он когда-то должен закончиться, поэтому любителям императрицы я рекомендую как минимум попробовать, максимум, конечно, приобрести для коллекции. Я даже жалею, что я купила маленький флакон, потому что, смотрите, расход у меня вот, я думаю, вы понимаете, да, что для человека с большой коллекцией это прям большой расход императрицы. Ой, ладно, все, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Тут вокруг меня везде коты, кошки. У них все хорошо, и у Тихи хорошо. Коты себя прекрасно чувствуют, освоились. Все прекрасно. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Ставьте палец вверх, подпишитесь, не забудьте, на канал. Я вижу, что больше 60% обычно смотрят меня без подписки. Вы бы очень помогли каналу, его продвижению, если бы нажали на эту кнопочку подписаться. Все. Всем спасибо, всех целую, обнимаю, всем пока-пока.